Привет! Сегодня у нас на обзоре моделька, которая включает в себя экологически чистые материалы. Это Battery Foam Xterra. В переводе название означает «лучшая пена», и последнее слово связано именно с компанией Nissan. Таким названием был внедорожник, а также это название происходит от одноименных соревнований по триатлону, которые проводились с 1998 по 2006 года. Сама моделька имеет именно принадлежность к бегу, трейловому, но стоит отметить, что не к суровому, а слабенькому и среднему, если можно так выразиться. Воздухопроницаемая сетка, которая по сути может промокнуть при каких-то водных или грязевых препятствиях. Коллекция осень-зима 2021 года, сделаны они во Вьетнаме. Размерная сеточка идет от 36 по 47 евро или 3,5 по 12 UK, то есть моделька идет унисекс. Цена стартовала около $105 с налогами, на данный момент она составляет $50. И за эту цену уже они достаточно годные и классные кроссовки. Есть 4 вариации цветов именно в наших странах, возможно есть еще какие-то. Это вот наш вариант, также есть бело-красно-черные, где белый верх, красные элементы и черная подошва, и сине-черные, и хаки на черной подошве. В целом, что хочу отметить, унисекс идут только вот варианты, которые у нас на обзоре, и бело-красно-черные. Те же двое относятся к более таким мужским суровым вариантам. На внутренней стороне крышки коробки мы можем увидеть картинки с описанием. Предлагаю вкратце их разобрать. Здесь говорится о том, что подошва этой обуви сделана по меньшей мере на 35% из сахарного тростника. Это к тому же возобновляемый продукт. Здесь есть 5 основных пунктов. Первый – это растение. Рост и помощь производить обувь с биоматериалов. Также рост. По мере роста тростник поглощает углерод. Третье – уборка урожая. Сахар, не используемый в пищевых целях, превращается в этанол. Это биоальтернатива ископаемому топливу. И четвертое – создавать. Это использование пены на биологически чистой основе в сочетании с EVO. Отсюда и название Battery Foam – лучшая пена. Пятое – это носите. Покупая экологически чистый продукт, ты по сути поощряешь и сберегаешь окружающую среду. Вот такие вот красивые тезисы получились. И давайте разбирать дальше эту обувь. Материал верха здесь составляет 73% текстиль, 20% полиуретан и 7% эко-кожа. Эко-кожа на задничке, полиуретановые вставки в районе шнурков и на носке, особенно плотные они на носочке в районе шнурков, они прям такие выпуклые, объемные. И что еще хотелось бы отметить, сетчатое покрытие на 100% состоит из переработанных материалов. Это пластиковое волокно. Что-то похожее мы могли наблюдать на модельках из серии First Mile. Силуэт в этой модели достаточно стандартный для беговых кроссовок, он ничем таким не блещет, все достаточно скромно и понятно. По брендингу есть надпись Puma, кошка, форм-стрипы по бокам. Также, что хотелось бы отметить, шнурки здесь идут с строчкой дополнительной, то есть двухцветные. Смотрится гораздо интереснее, чем более простой вариант, который стоит в большинстве кроссовок. Красная вставочка, красная линия на форм-стрипе достаточно так выделяет их. В целом простые, но интересные кроссовки. Под язычком мы можем увидеть, что это 42 размер по евро, 27 см должна быть длина стопы, моделька полномерная, сделаны они в апреле 2021. Стелька здесь тоже достаточно интересная, она здесь необычная, она с эффектом памяти, но при этом она чуть мягче, чем Soft Foam, и она на 20% состоит из переработанных материалов, а также на 5% биологическая основа. Если брать основную стельку, она здесь выполнена из тоже синтетического, достаточно плотного материала, который прожимается и достаточно мягкий, то есть не теряет свойства и не забирает их у пены. Наполненный воротничок достаточно хорошо, плотно, особенно в районе пятки, но при этом низкий силуэт, я думаю, они не должны натирать, особенно если там одевать там средние носки, то я думаю, все будет хорошо. Внутри идет второй слой. Они по вентиляции ниже, гораздо ниже среднего, воздух пропускают еле-еле, и мне показалось, что именно с боковой части. Спереди, возможно, за счет того, что носок защищен, воздух практически никак не проходит. Но при этом, понятное дело, они все равно будут более дышащие, чем полностью закрытая модель там, из эко-кожи или натуральной кожи.
Подошва здесь достаточно объемная и массивная. В районе пятки имеются такие вот треугольные наплывы, волны. Мы можем также увидеть надпись Battery Foam. Подметка здесь имеет очень важную такую роль. Она достаточно толстая, хорошо выступает над пеной. И причем имеет ярко выраженный рисунок. Я бы сказал, даже такие шипы. Очень напоминает мне модельку серии Nitro Voyage, где они очень сильно похожи между собой, благодаря чему они должны, по сути, цепляться за любые покрытия, начиная от грунтовых, заканчивая мокрым асфальтом. Также хочу отметить по амортизации мягкости, это именно то, что есть небольшая полость в центральной части подошвы, особенно в пятке. Она имеет достаточно такую высокую арку, за счет чего при шаге чувствуется, как она тоже отрабатывает. Получается принцип своеобразной пружинки, и это очень сильно чувствуется. Запишем это также в плюс. По самому составу можно увидеть то, что здесь пена на 80% состоит из эва, но не обычная эва, это скорее всего цмева, именно более прессованный вариант. И как указывается, именно 50% этой цмевы выполнена именно из сахарного тростника. Но судя по всему, если брать 80% за основу и 50% это 40%. Там же указывалось, что не менее 35%. То есть мы можем убедиться в том, что в этой подошве используется где-то примерно 40% именно сахарного тростника в изготовлении и по составу. Как по мне, это цветовое решение самое удачное. Будет сочетаться с большинством вещей, спортивный лук, образно говоря, там джинсы. Я думаю, смотрится довольно нормально. По комфорту они тоже достаточно классные, мне они понравились, сидят очень даже хорошо, амортизация чувствуется, пена прожимается, и это очень здорово, потому что в большинстве своем пена цмева, она именно идет более плотная, но достаточно легкая. В них очень комфортно и мягко, не только благодаря стельке, а еще и совокупности работы этой стельки с самой пеной. На залом, я думаю, ничего со временем не будет. Прочный резиновый материал, он не особо подвержен каким-то изменениям и дефектам. Сеточка тоже, она очень легко поддается тем же зажимам и потом расправляется спустя время, и с этим все тоже отлично. За свою цену это просто классные кроссовки, не только потому, что они экологически, образно говоря, чистые в какой-то мере, но и плюс к тому, они достаточно удобные, смотрятся интересно, и цена у них невысокая, поэтому могу рекомендовать. Как для бега, так и для повседневной носки, не в какие-то суровые, конечно, условия. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!